А знаете, жизнь слишком коротка, чтобы откладывать мечты. Мы живем в мире, где каждое утро может начинаться с вида на океан, горы или узкие улочки старинного города. Путешествие – это не просто смена мест, это смена восприятия. Каждая дорога, каждый закат и каждая встреча за границей делают нас чуть глубже, чуть свободнее. Порой, чтобы услышать себя, нужно уйти подальше от привычного шума. Ведь настоящая роскошь – это не отели и самолеты. Настоящая роскошь – это свобода выбирать, куда идти и с кем разделить эту дорогу. Так зачем ждать, пока мечты пылятся в списке дел, но потом мир зовет. И если вы это слышите, может, пора уже собираться. Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Да, мы продолжаем наши приключения по Южной Корее. Изучив каждый уголок Сеула, от уличной еды до похода в шлепках, мы решили, ну что нам этот самолет домой? Зачем возвращаться к реальности, когда можно продолжать копить не мили, а воспоминания? Так вот, в этот раз мы отправляемся туда, где море шумит, люди улыбаются, а кальмары, кажется, сами прыгают тебе в тарелку, где поезда ездят по пляжам, а ночная жизнь такая, что хочется и жить, и плясать, и снимать сторис 24/7. Да-да, вы правильно поняли, мы едем в жемчужину юга, в город, где сочетается энергия мегаполиса и душа морского курорта. Добро пожаловать в город Пусан, Южная Корея. Ну что ж, вот и закончились эти потрясающие 4 дня, да? 4 дня в Сеуле. Ну, мы, друзья, не летим домой. Мы едем дальше в наше приключение. Короче, все, можно было халат, в принципе, украсть. Кажется, в городе люди себя стали вести по-другому. Наверное, начался зомби-апокалипсис. И тут сообщили, что безопасное место – это поезд в Пусан. Ну, в принципе, где-то 15 минут от нашего отеля пешком. И мы доходим до станции Сеул. Сейчас будем искать наш поезд. Ну что, Пусан, готовься. Мы едем к тебе. Но не как обычные туристы на самолете. Мы выбрали стиль, скорость и минимальный стресс. КТХ – скоростной поезд. Самолетом турбулентность, а нам ровные рейсы и панорамные виды из окна. Все билеты наготове, чемоданы при нас. Впереди путешествие с комфортом и скоростью пули. Следующая остановка – город Пусан. И вот мы уже в поезде. А что, если на минутку представить, что это тот самый поезд в Пусан, как в фильме? Пассажиру в 11 вагоне срочно нужен врач. Слышите? Алло, вы слушаете? Но у нее сильные судороги. Сэр, так что нам делать? Шеф, вы где?
Стойте, скорее! И вот мы уже несемся на скоростном поезде, почти как в будущем, только без телепортации. Этот красавец разгоняется до 305 км в час, так что моргнул и уже в другом городе. Билеты мы купили заранее, за 2 недели до приезда в Сеул, на официальном сайте korail.com. Заплатили $160 за двоих. До Пусана 2,5 часа пути. Это примерно как 2 эпизода дорамы плюс время на разглядывание пейзажа из окна. Скоростной поезд – это не просто транспорт, это корейская гордость на максимальной скорости. Пейзажи за окном пролетают как в ускоренной перемотке. А сам поезд идет так мягко и тихо, что создает ощущение, будто ты едешь не по рейсам, а на магнитной подушке. Создавать эту махину начали в 1992 году, и только к 2004 поезд поехал по рейсам. 12 лет корейцы строили туннели, мосты и станции, и все это обошлось стране примерно в $18 миллиардов. Ну что ж, спустя 2,5 часа мы доехали. 2 часа 40 минут. Я все переживала, что мы задом сидим. Ну, абсолютно бербер. Вот мы и в Пусане. Скоростной поезд довез нас так, что волосы еще назад не вернулись. Поймали такси и поехали в наш новый отель. Обживаться, удивляться и искать, где тут можно перекусить. Либо второй мы решим, либо 20-й. Давай пойдем на 20-й. А номер какой у нас? По-моему, второй. Ну, второй этаж. 20.06, все непонятно. О, 20-й нормально. Сейчас, видать, вид такой будет. Шикарный. Заселяемся в наши мега классные апартаменты. Сейчас такой вид будет, ребята. О, отдельные кроватки. Вот, смотри, вода. Ничего себе. Да, все правильно. Давай же номер. О, ничего себе. Ну тут все льет. Какой у нас номер крутой. Ух ты ж, какой вид. Суперские 2 кровати. Неужели теперь я высплюсь? Так, телек большой. 2 халатика. Ну и все, ладно. собственно. А тут что такое? Там на Душ. холодильник? Это душ. А, это туалет и душ. Ага. Один, значит, в туалете, второй без двери в душе. Или один в душе, второй без двери в туалете. Ну, нормально, нормально. Пусан встретил нас дождем. Классика жанра, прям как в дораме. Но мы не раскисли, надели дождевики и пошли искать еду. Лайфхак. Без дождевика тут как без кимчи. Грустно и мокро. Стасюха, за свой плащ-палатка. Так, первый раз в жизни мы сейчас будем сами себе жрать готовить. Уголечки. Вот такая. О, О, что это такое? Рис принесли. принесли все. Сейчас будем, короче, со Станиславом готовить специи. Что вам сделать? Где тарелочка? Куда как кушать? Так, Посолила, ты перчила? не знаю. Сейчас все сделаем. Да, Вот ща. сейчас. Так, теперь что? Это Правая? чеснок. А где Это тарелочка? карри. Куда ты? Они, скорее всего, посолены. Но я вам скажу, что это очень вкусно. Так, держим. Прям очень-очень вкусно. Мясо такое нежное. Вот так вот у нас мяско прожаривается. Только посмотрите, вообще просто огонь. Это так вкусно. Нереально просто. Я В путешествии любая погода отличная погода. Вы не подумайте, что мы замерзли. Мы идем в дождевиках и нам жарко.
Санда-Бич – это первый искусственный пляж Кореи, открыт еще в 1913 году. Его специально создали для отдыхающих с чистым песком, удобным заходом в воду и красивыми видами. Ой, кто это такие? Сороконожки. А, смотри, какая прелесть. Соболечка в дождевичке. Дима Зявкинский. Так что Санда-Бич – это не просто пляж, а целая набережная приключений. И дождь тут скорее в тему, добавляет киношности прогулки. Я властелин мира! Нет, ты с другой стороны встань. Сосюка. Ну, давай, ты вставай, я тебя сейчас сзади. Давай. Ты реально в этой палатке, в этом дождевике, как пират какой-то. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня великая стирка. Давай, у нас вещи все черные, поэтому просто выгружаемся. Теперь надо купить порошок. Порошок стоит Два вида. жидкий. А 500 грамм. Сколько стоит? Ну, работай, смотри. Все, смотри. Там все на корейском. Короче, чтобы купить вот эти монетки, надо сюда вставить кэш, и он тебе выдаст специальные монетки. Ты потом их вот сюда засовываешь и выбираешь уже порошок. Короче, тут просто дождь фигачит на полную. Но мы такие, не из робкого десятка. Дождь? Да, это просто бесплатный душ от природы. Сидеть в номере не наш стиль. Надеваем дождевики и отправляемся штурмовать Пусан. Ну что вы знаете про дождь? Ни хрена вы не знаете про дождь. Пошли. Я иду по лужам, мне никто не нужен. Поехали, говорит, южный курорт Пусан. Поехали. Станислав зашел в свою Патагонию. Оригинал. Сейчас все надписи измацает тут. Оставь здесь свой след. Хорошая погода. Уже просто все в тумане. Город окутывает туман. Ну, смотрите, что принесли. Я буду делать бургеры. Просто. Наелись до отвала и, как настоящие гурманы, перекатились в сторону отеля. Дождик шепнул, что пора вздремнуть. Развлечение. Это шиздец, честно. И я в такой дождь никогда просто в жизни не попадала. Просто вот все льется. В ногах все хлюпает. Станислав, все равно мы счастливы. Ой, здесь прям река. Ой, все залилось мы ко мне туда в кроссовки. После неспешной прогулки мы вернулись в отель, позволив себе немного покоя. Как будто сам день просил остановиться и послушать тишину. Мы уснули под шепот дождя, а проснулись в совсем другом Пусане. Вечернем, умиротворенном, где дождь отступил, оставив после себя свежесть и чувство, что все идет так, как и должно. А завтра новый день, новый ритм, новые повороты судьбы. Приключения не ждут, они случаются с теми, кто готов им открыться. It's
the weather is good. Мы купили себе umbrella. Держись! За поручни держись! Одна из главных достопримечательностей – мост Сондо Skywalk. Он словно парит над морем, изгибаясь вдоль скалистой линии берега. Его длина составляет 365 метров, а в некоторых местах пол стеклянный. Да-да, идешь и смотришь прямо под ноги, а там волны разбиваются о камни. В Желтом море, которое омывает побережье Пусана, живет целый мир морских обитателей. Здесь можно встретить медуз, полупрозрачных и тихих, как водяные привидения, а также крабов, которые суетятся среди камней и скал. В этих водах прячутся морские ежи с их острыми иглами, а среди камней и кораллов обитают морские звезды, которые, казалось бы, сливаются с подводным миром. Если повезет, можно увидеть дельфинов, резвящихся в открытом море, и даже морских черепах, величественных и неторопливых, словно сторожил этого океанского мира. Хотя мы и не встретили лично, их присутствие ощущалось в каждом колебании воды и в каждом порыве ветра. Это море живет своей жизнью, полной тайн и чудес, и нам остается только уважать его покой, зная, что его обитатели всегда рядом. Ну-ка, сейчас черепашку найдем. Черепаха! Блин, дождь реально уже задолбал. Мне что начать здесь сейчас со всеми ругаться, что ли, по поводу погоды? Неожиданно, конечно. Классный такой динозаврик прям. Очень понравился. Все, мы идем на фуникулер. О, какой грозный. Анкулосаурус какой-то. Ну ладно, let's go. To the Diners Park. Нам дали 2 чупа-чупсика. Мы купили билетики. Короче, вышло 32 тысячи бонг. Это где-то 10 тысяч тенге. Ну, с человека по 5 туда и обратно. Вот она красота. Сейчас как сядем. Короче, вдвоем поедем. Взяли без стеклянного пола, потому что у нас Станислав боится, оказывается, высоты. Чего? Ну все, вдвоем. Непрозрачный пол. Сядь с той стороны. Ну что ты боишься? Равновесие должно быть. Равновесие? Да? Канатная дорога Пусан Air Cruise – это не просто способ переместиться из точки А в точку Б. Это когда ты садишься в кабинку и через минуту понимаешь: ага, я в небе над морем и назад пути нет. Кабинок много, есть обычные, спокойно сидишь, наслаждаешься видом, а есть Crystal кабин. Прозрачный пол, проверка на прочность нервной системы и плюс к впечатлениям. Снизу вода, сбоку скалы, впереди парк, сзади пляж. А в голове один вопрос: почему я так раньше не катался? Вся поездка длится около 10 минут, но за это время можно успеть и насладиться пейзажами, и получить маленький испуг. Почти 1,5 километра полета над красотами Пусана. Максимальная высота 86 метров. Ну что ж, мои дорогие, покушать можно, значит. Все, здесь все фотографируются, все счастливые. Ведь дождя ж нет, он какой типа дракон. Я уже слышу. Вон динозавры стоят. Привет, красавчик. Та-ра-ра-ра-ра. Стоит со своими маленькими ребятками. А что, он не двигается, что ли? А вот у него нарисован, видишь? На шее он, типа он болеет. Маленький, не болей. Ну ты что заболел? Ушей как-то на звук реагируют? Ой, просто сломался, взяли, залепили и, мол, типа заболел. Ну что вот, кого Нет. обманывается? Ну да. Мы Вот, с Казахстана. кстати, динозавры. Этот уже что-то покушать себе нашел. Вот этот мне всегда нравился всю жизнь. Трицератопс.
Вон у него глазики дергаются. Да? Привет. Здравствуй, мой колесик. Да. Как корова мычишь. Амнам-парк знаменит своими скалистыми утесами, покрытыми хвойными деревьями, среди которых преобладают корейские сосны. Их аромат наполняет воздух, особенно после дождя. По крутым тропам, проложенным вдоль побережья, можно выйти к смотровым площадкам с панорамами на желтое море. Они словно нарочно созданы для созерцания и глубоких вдохов. Ух ты, как классно. Амнам-парк – это рай для тех, кто хочет совместить отдых с кардио, а заодно проверить, сколько калорий можно сжечь просто гуляя. С виду обычный прибрежный парк, зелень, скалы, морской бриз, смотровые площадки и тропинки, но не спешите радоваться, потому что тропинки тут местами превращаются в натуральный фитнес-марафон. Вверх по лестнице, потом вниз, потом снова вверх, и это только разминка. Так что если вы мечтали о прогулке, а попали на тренировку, добро пожаловать, вы точно по адресу. Просто гляньте на это, на эту красоту. Ух ты ж, как красиво. Вау. А чтобы по-настоящему охватить взглядом все величие этой природы, скалы, лес, море и бесконечный горизонт, мы подняли дрон в небо. А знаете, мы часто гонимся за вещами, покупаем машины, телефоны, новую мебель и одежду. Все это, конечно, приятно, но проходит год, и уже хочется новее, быстрее, лучше. А воспоминания, они не стареют, не теряют ценности, не требуют апгрейда. Вот вы стоите у моря в незнакомом городе, ветер играет волосами, а закат будто пишет для вас личную открытку на небе. И в этот момент вы живете, не существуете, не доживаете до отпуска, а именно живете. Путешествия наполняют нас, они учат быть гибкими, видеть красоту в простом, замечать незнакомое, уважать разное. Они оставляют в нас эмоции, которые невозможно купить в магазине. Машины сломаются, телефоны устареют, но вы будете помнить, как впервые увидели океан, как смеялись, промокшие под корейским дождем, как подняли дрон над скалами и замерли от увиденного. И в этом настоящая ценность. Охеренный парк. Везде подъемы. Как будто опять на этот пик идем. Жарко. Душно. Воды нет. Все по стандарту у нас. Везде подъемы и спуски. Зато мы на самом теперь вверху холма, да? Опять мини-восхождение. Пить хочу, не могу прям. За 2000 бы купила бутылку. Ну вот только посмотрите, здесь постоянно открываются прекрасные красивые виды, завораживающие зрелище. Ветерочек прохладненький дует, просто шикарно. Амнам-парк не просто красивый, он удивительный. Его территория когда-то была закрыта для широкой публики, поскольку использовалась военными, и только в 1996 году парк официально открылся для всех.
Благодаря этому здесь сохранилась первозданная природа, густые сосны, дикие скалы и редкие виды растений, которые почти не встречаются в других частях Пусана. Жалко, что закрыто. Так можно туда было пройти и насладиться видом. Дождь ушел, не оставив и следа, будто дал нам зеленый свет на продолжение дня. Мы снова в кабинке канатной дороги летим над морем и уже строим планы на следующий маршрут. Амнам-парк точно стоит посетить. Красивая природа, свежий воздух и отличная разминка для ног. А теперь обратно в город. Пусан еще не раз нас удивит. Поющие фонтаны. Мини-версия. Под какой-то итальянский трек. И вот мы уже в автобусе. Мчим в Хэунде Blue Line Park. Едем, так сказать, на разведку. Проверим лично, действительно ли там вагончики катают вдоль моря, или это просто миф для туристов. Вот на такую прелесть взяли билеты. Стоит 35 тысяч в одну сторону. Сейчас посмотрим. Ну, классно, короче. И тут строго по времени, то есть... Бронируешь заранее. Наша капсула будет 18:30. Ой-ё! Пляжный поезд курсирует вдоль побережья с несколькими остановками. Примерная цена 3000 тенге на человека в одну сторону. Blue Line Park – место потрясающее, но будьте готовы, ожидание поезда может затянуться больше часа. Ожидание Sky Capsule и то больше 5 часов. Лучше покупать билеты заранее. Но если вы не хотите терять время, просто прогуляйтесь вдоль побережья. Тут все продумано. Удобные дорожки, лавочки, кафе и шикарные виды. О, какое классное место. Классно, красиво очень. Здесь такие скалы. Такие прям скалы. Вся прибрежная тропа протяженностью около 5 километров отлично подходит для неспешной прогулки. И даже без капсулы впечатлений будет выше крыши, а море, ветер и шум прибоя идут без очереди и без билета. Друзья, если вам нравятся наши видео и вы хотите поддержать наш канал, будем рады любой вашей поддержке. Вы можете отправить донат, все ссылочки находятся в описании под видео. А если вы с Казахстана, можно просто сказать спасибо через Каспий.кз, тоже по ссылочке внизу. Каждая поддержка – это вдохновение снимать еще больше классных и душевных роликов. Спасибо, что вы с нами. Представьте, идете вы себе спокойно, а под ногами вдруг появляется бездна. Ну ладно, не бездна, а море метров на 20 ниже. И все это под стеклом. Мост тянется на 72,5 метра в море, и с него открывается шикарный вид на побережье. Ну а если же вы боитесь смотреть вниз, смотрите вперед. Или просто делайте вид, что любуетесь горизонтом. Че ты? Ходи здесь. Здесь? Прыгай здесь. Давай. Что подумал? Чтоб ты прыгнул. Посмотрим, треснет или нет. Короче, если зомби-апокалипсис начнется, он начнется с этого места. Вообще просто нереально много народу. Вон серфер. Вот, а смотри, серфинг. Люди купаются. Все. Ну вот это здание, оно просто вообще гигантское, классное. Здесь прям такой оживленный район. Что, мужик, клюет?
Что вот это за существа такие непонятные? Ой, Вай, не подходи ко мне. Ну, прям вон рыбалка полным ходом. А вон вижу краба. Пляж Сон-Джон – это то место, где вы поймете, что не одни решили устроить себе морской релакс. Людей здесь много, очень много, особенно в сезон. И если вдруг вы решили лечь на песок, сначала убедитесь, что это не чей-то уже занятый квадратный метр. Наверное, каждый замечал, что один и тот же город называют то Пусан, то Бусан. Спокойно. Это не два разных места и не сбой в матрице. Это все тот же южнокорейский красавчик. Раньше писали Пусан, потом Корея решила, хватит бардака, и сделала Бусан. Но у нас, русскоговорящих, так все и осталось. Поэтому он у нас по-прежнему называется Пусан. Хотя все таблички кричат, что это Бусан. Ну что ж, дождались. Время прокатиться в Скай-капсуле. Маленький вагончик, яркий как игрушка, повезет нас вдоль побережья Пусана. Медленно, очень медленно. Скорость 4 километра в час. Пусан подарил нам море, горы, уличную еду, вагончики мечты и 1000 шагов вверх по лестницам. Город, где можно и отдохнуть, и наесться, и нафоткаться на год вперед. Но мы не прощаемся, наши приключения только начинаются. В следующем выпуске мы отправимся туда, где все иначе. Спойлеров не будет, просто не пропустите. Ну что ж, у нас разветрилось спустя 2 дня. Вот такой у нас шикарный вид. Прям шикарный вид. Стало тепло. Вот так прямо смотрю. И здесь у нас уже начинается чуть подальше Япония. Как, Станислав, остров называется? Сусима. Такая система. Здесь, кстати, можно открыть окошко. Ну, выпрыгнуть ты не выпрыгнешь. Номер у нас хороший, мы уже здесь собрали свои вещички. Вот это, кстати, диванчик, прикольная тема. Спали на раздельных кроватях, но классно, кстати, хоть я выспалась. Спасибо вам большое, если вы досмотрели это видео до конца, также поставили лайк и подписались. Увидимся уже с вами в новой части, которая будет называться холодная.